сегодня среда. Я уже вернулась с базара, сижу на террасе. Отличная солнечная погода. На сегодняшнем базаре я нашла базилик и орегано. И хочу пересадить их вот в эти горшки, которые остались у меня с прошлого года. Дополнила свою коллекцию трав на подоконнике. Добавился у меня базилик. Это мелиса. Еще добавила орегано. А это розмарин. Надеюсь, они у меня выживут и всегда будут в доступе под рукой, когда нужны. Сейчас собираюсь вымыть террасу. Первые 2 года я упорно мыла террасу шваброй, как и привыкла. Саня греется на солнышке. Юра 2 года наблюдал за мной и не понимал, зачем я так мучаюсь, если все это можно сделать по-другому, очень быстро. И сегодня я буду мыть террасу по-гречески. Вот здесь в углу есть вот такой сток, и в другом углу тоже есть еще один сток. Терраса вымыта, остается подождать, пока подсохнет влага. Принесла с базара клубнику, и сегодня хочу приготовить из нее джем. Я ее уже помыла. Клубнику я произвольно измельчила. Здесь у меня в чистом виде ее где-то 1,5 килограмма. Поэтому мне понадобится 900 грамм сахара из расчета 600 грамм на килограмм. Сразу сахар я весь не добавляю, а добавлю сейчас 1/3.
Накрываю крышкой и забываю про клубнику на полчаса. Прошло полчаса, клубника уже дала сок. Я поставила вариться ее на средний огонь. Сейчас доведу до кипения. Клубника закипела, поднимается пенка. Буду уваривать минут 10 так. Огонь ниже среднего у меня. Вот так сейчас бурлит масса. Влага должна выпариваться. Клубника после кипения уваривалась у меня 10 минут. Теперь я добавляю еще часть сахара, вторую. И теперь можно собирать пенку. А сейчас я добавляю сюда пару ложек лимонного сока, чтобы сбалансировать вкус, придать яркость, чтобы джем не был слишком темным. И потом в цитрусах тоже содержится пектин, потому что дополнительно желатин или агар-агар я в джем добавлять не буду. Масса уже видно, что уварилась. Все это время я помешивала ее и убирала пенку. Теперь я добавляю последнюю, третью часть сахара. И проварю минут 5. Поскольку я не собираюсь добавлять в джем желатин или агар-агар, поэтому я хочу убрать отсюда немного сиропа. Это грамм 350, вернее миллилитров 350, наверное. Масса у меня уже уварилась. Теперь я отключаю плиту и оставляю минут на 10. Массу я пробила, опять включила плиту. Доведу до кипения. После кипения проварю 5-6 минут и разолью джем в стерилизованные банки. Джем уже вот так булькает. Нужно его хорошо помешивать, чтобы он не пригорел. Это важно, потому что если он пригорит, то запах и вкус останется горелый, и ничем его уже не вывести. Джем готов, разлит по баночкам. Благодаря лимону сохраняет такой яркий цвет. Получилось 3 баночки и неполная баночка сиропа, из которого можно приготовить либо морс, либо кисель. Получается тоже очень вкусно. Мы сейчас с Аней отдыхаем на чистой террасе. Терраса уже подсохла. У нас жара. Я пью холодный компот. Заряжаюсь силами, потому что сейчас пойду на кухню печь мои любимые с детства коржики. Я на кухне приготовила все ингредиенты для коржиков. Здесь у меня сливочное масло, чуть слегка растопленное. Хочу обойтись сейчас без электрического миксера. Взбиваю масло, добавляю половину яйца, половину оставила для смазки. Рецепт, как всегда, оставлю в описании. А сейчас добавляю остывший сахарно-молочный сироп. Я его не доводила до кипения, а просто растворила сахар в молоке и остудила. Ванильный сахар тоже уже внутри. И теперь частями добавляю.
Сегодня вместо разрыхлителя я буду добавлять соду и аммоний. Сода и аммоний всегда добавляются в жидкие продукты. Просеиваю муку. Соль. Тесто домешивать я буду уже на столе. Слишком долго в руках песочное тесто держать не нужно. Тесто готово, достаточно вымесить его до однородности. Духовку я уже включила разогреваться до 200 градусов. Теперь раскатываем пласт толщиной 6-7 миллиметров. Пласт раскатала, теперь вырезаем коржики. А теперь осталось смазать коржики яйцом. И немного декора. Духовка уже нагрелась, и отправляю выпекаться коржики на минут 12 при 200 градусах. У меня на кухне сейчас открыто окно, и даже дома слышно щебетание птиц. Коржики уже испеклись. Я буду пробовать их с молоком. Мне напоминает это полдник в детском саду. Видео мое на этом заканчивается. Я с вами прощаюсь. И до новых встреч в новом влоге.